И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 24 февраля. Третий мой сегодняшний оперативный выпуск будет посвящен ситуации на сегодняшний момент, когда я начинаю писать 11 часов 08 минут по московскому времени. Так, что произошло за последние 3 часа. Судя по той информации, которая приходит, я отвечаю, почему я не делаю стримы, как некоторые. Я не вижу в этом никакого смысла, потому что в этом ворохе информации, смысл в нем можно закопаться. Та информация, которая проверена и которая уже есть, из Крыма группировка в целом выходит на линию Днепра, то есть я думаю уже к концу дня она должна закрепиться напротив Херсона на уровне Днепра и попытается взять плацдармы на правом берегу. Идет также колонна в сторону Мелитополя, взят либо блокирован город Геническ, в целом колонна идет дальше без проблем. Сопротивления никто не оказывает, российская армия по сути заходит без боя. На Донецком направлении Волноваха идут сообщения о полном разгроме 53-й механизированной бригады. Некоторые подразделения окружены и просят гуманитарного коридора для выхода. Причем российское командование пытается по всем каналам донести до украинских военнослужащих, что как в Грузии в случае 2008 года, если украинские войска будут бросать технику и оставлять оружие, они будут получать гуманитарные коридоры и их никто атаковать не будет. Любой военнослужащий может совершенно спокойно уйти домой. Никакого преследования, никто никого атаковать не будет. Также, пользуясь случаем, хочу обратиться к полиции. На сегодняшний момент вы должны выполнить свой долг перед народом. Вы его должны защищать, а тактика, я уже понимаю тактику российского командования. На первом этапе никто заходить не будет, потому что на примере Харькова, вот Сум, сейчас пока я записываю ролик, российская армия окружает Сумы, а Харьков уже окружен на протяжении последних 2 часов, но в город не входит, давая возможность местным силам взять власть в свои руки, и на сегодняшний момент именно на полицию возлагается основная роль. Потому что основная проблема, основная опасность для населения Украины на сегодняшний момент не от российской армии, а от мародеров и бандитов. И если, например, полиция самоустранится с улиц городов, которых они должны защищать, то в городах может начаться хаос. На самом деле сегодня я еще раз обращаюсь, это очень важно, к полиции Украины. Вы должны остаться вне политики, но вы должны сохранить порядок на улицах своих городов. Это ваша обязанность. Это очень важный, важнейший момент. Все люди, которые носят погоны полицейских в Украине сегодня, вы обязаны выполнить свой долг. Итак, с этим понятно. Что у нас дальше? На Луганском направлении похоже, что основные силы 57-й бригады уже разгромлены, и войска ЛНР медленно, тем не менее, наступают на север. А вот навстречу им идут российские войска, которым в целом никто не оказывает никакого сопротивления. И как я сказал чуть ранее, уже город Харьков полностью окружен российской армией и ждет, пока в городе установится правильная власть. Ну и соответственно колонны идут дальше на юг. Сумы, Сумское направление, основная колонна идет южнее по границе Сумской и Харьковской области. Направление Ахтырка, Полтава, и далее скорее всего будет одна колонна пойдет на Киев с востока, вторая пойдет на Днепропетровск. Таким образом, отрезая основные силы войск, которые сегодня находятся на Донбассе, от остальной территории Украины. То есть, как я сказал в предыдущих материалах, ВВС Украины, ПВО Украины уже перестала существовать как военная сила, уничтожены склады. Одна из баз Байрактаров уничтожена, по вторым вроде говорят, что некоторые уже сбили. Также колонна российских войск вот прямо сейчас окружает город Сумы. Буквально час назад она прошла Стычковку, северо-восточная окраина города. Это примерно 7-8 километров до окраины. И я призываю жителей города не паниковать, оставаться дома и сохранять спокойствие. Главное, никакой паники. И здесь позволю дать несколько коротких советов по опыту города Харькова, где уже пропала в многих районах вода и люди выстроились в очереди за водой. То есть наберите, пожалуйста, пока есть возможность, те города, которые попадают в зону ближайшего, так сказать, наступления российских вооруженных сил, наберите, пожалуйста, питьевую воду, чтобы у вас была дома запас на несколько дней. Наберите, пожалуйста, воду в ванну, потому что в любой момент вода может исчезнуть. А как вы понимаете, в больших городах без воды и ни туды, и ни сюды. Кто не успел подготовиться, пожалуйста, у вас еще есть время. На севере области российская колонна вдоль трассы Москва-Киев движется по направлению к Королевцу. И я так понимаю, сегодня она должна выйти на Десну. Параллельно ей с территории Брянской области, из Клинцов, идет колонна по направлению к Чернигову. А еще одна колонна идет с Гомельской области. И я так понимаю, к концу дня Чернигов тоже будет окружен. По Киеву пока никаких сообщений о десантных операциях не приходит. И я так понимаю, что никакой десантной операции в этом районе пока нет. Также пока не проверил сообщение по поводу одесского десанта. Есть сообщение о том, что высажен где-то в районе Одессы десант. Проверяю, как только будет какая-то информация. В моем телеграм-канале это будет выложено. То есть в целом пока ситуация выглядит вот таким вот образом. То есть российские вооруженные силы, нанеся глушающий и упреждающий удар, в целом не встречают никакого сопротивления.
Единственное сопротивление, которое оказывают ВСУ, это пока на Донбассе. Но я так понимаю, это до поры до времени, пока руководство так называемой ООС не поймет, что сопротивление уже бесполезно. Но я думаю, что это скорее всего произойдет не ранее завтрашнего дня. По городам Украины в целом паника начинает, первая волна немного спадать. То есть люди выстроились у банкоматов, у заправок, пытаются снять наличные, пытаются заправиться. Но самое главное, что пока вот мародерства ничего нет. Я очень благодарен, подчеркиваю, полиции Украины, что она пока справляется с возложенными на нее обязанностями. Повторяю, вне зависимости от того, каким образом разрулится политическая ситуация в стране, а как она разрулится, я предположение сделал в предыдущем своем видео, ссылку на него я поставлю в текстовой строке под видео. Ваша задача обеспечивать правопорядок и не дать мародерам выйти на улицы городов Украины. На самом деле, сегодня это самая большая угроза. Все, на этом данный выпуск окончен. Следующий выпуск, я думаю, сделаю через несколько часов. Ну и, конечно, по той динамике, которая сегодня у нас есть, там будет очень много новой полезной для вас информации. Все, пока ставлю запятую. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ну и традиционно, а то предыдущие 2 выпуска уже забыл. Всем желал, желаю и буду желать. Будьте здоровы. Все равно рано или поздно это все закончится. И будет все хорошо. До свидания.